Всем привет, это канал Жизнь барахольщика, меня зовут Александр, и я покупаю и продаю старые вещи. Вчера девушка написала мне в WhatsApp и скинула фотографии разных вещей. Я их оценил в 10 тысяч рублей, и она сказала: приезжай, я готова тебе их продать. На фотографиях был бинокль, фотоаппарат FET, немного монет и 3 подстаканника. Я сразу понял, что это серебряные подстаканники. Я написал: можем предложить в районе 10 тысяч рублей. И она согласилась, сказала: приезжайте и посмотрите на месте. Я приехал на адрес и думал, что сейчас я все красиво сниму, как я покупаю, чтобы показать вам. Но там было настолько много народа, там была бабушка, дедушка, сама женщина, которая продавала, ее сын младший, там 15-16 лет, который смотрел вот так вот на мои руки, чтобы я ничего лишнего не сделал, никакого движения. И мне просто не удалось ничего заснять. Было это все быстро, я быстро оценил вещи, купил. И закупился на 13 тысяч рублей. Сейчас я вам покажу эти вещи. Получилось у меня купить 2 пакета. И сейчас уже более подробно посмотрим, какие вещи мне удалось купить. Когда я пришел, я увидел 3 подстаканника. Это серебряные подстаканники. Здесь стоит клеймо 84-я проба. Этот подстаканник полностью целый. Я его сейчас взвешу. Он весит 89 грамм. Этот подстаканник тоже 84-й пробы. Тоже очень красивый, необычный. Весит он 108 грамм. Этот подстаканник на фотографии я не видел, что у него нету ручки. Это тоже 84-я проба серебра. 84-ю пробу ставили до 1927 года. Красивый. Он здесь такой... И этот подстаканник уже как лом, он 106 грамм. Потом она открыла коробочку, в которой лежали серебряные ложки. Это чайные ложки. Они 875 пробы. Вот целый комплект 6 штук. И еще 2 другие. Они тоже 875 пробы. Это у нас Москва, Спасская башня. А это просто вот такой вот рисунок. Ну, тоже серебро, 875 пробы. Вес ложек 187 грамм. А этих 2 ложек еще 48 грамм. Интересная фарфоровая шкатулка в виде клубничек. Правда, они такие тусклые, клубнички не красные. Но она без сколов, без трещин. Донышка никакого обозначения нету. Но чувствуется, что и не современная, и не старая. Года, наверное, 70-е, 80-е. Вот такая вот шкатулка интересная. 2 симпатичные тарелочки. Какие-то декоративные. Есть номер 1241. И что-то написано. Made in Германия. И здесь 1241. Большое блюдо тоже с клубничками. Наверное, шла в паре с такой шкатулкой. Это, скорее всего, Европа. Клубнички — это деколь. Но, слава богу, что без сколов и без трещин. Потом еще такое вот интересное блюдо, фруктовница с виноградом. Вот золочение жалко стерто. Здесь вот трещина, куска не хватает. Это у нас Бавария из Германии. Мы пытались торговаться. Я предложил за все 13 тысяч. Она говорила: давайте хотя бы 15. Бабушка с кровати говорила: все, да отдай, Лена, отдавай. Такая вот интересная, из пластика сделан Ленин. Написано: ВК Блохину в день рождения. Коллектив кафедры номер 1, 72 год. Бабушка говорила: отдавай, и людям пригодится, а у нас мертвым грузом лежит. Большой бинокль в родном гофре. Интересный, хороший. Номерной БП 12/40, Made in USSR. В него очень хорошо все видно. Они им не пользуются, он им не нужен, и они его решили тоже продать. Фотоаппарат FET2 в родном чехле, полностью рабочий. Ну, это частые фотоаппараты, практически в каждой семье были. В коробочке из-под бритвы лежали монеты. Здесь все вперемешку, в основном Бориса Ельцина монеты. И такой вот кулон, здесь Иисус Христос с ангелами. Но он очень утертый. А монеты все рядовые, ничего особенного. Юбилейных практически нету.
Мы такие монеты вообще покупаем там 150-200 рублей килограмм. Рубль, 64 год. Да, они ничего не стоят. Иностранные монеты, это когда путешествовали кто-то там в Египет или в какие-то другие страны, привозили оттуда вот мелочь. И пачка старых фотографий. 3 девушки. Не знаю, по линии мужа или жены продают. Вот здесь 1940 год. Такая память. Кисловодска, 40-й. Ну, фотографии интересных, можно всегда рассматривать. Вот здесь вот времен войны. Очень интересная фотография. Мне всегда нравится рассматривать фотографии. Можно бесконечно смотреть, какие люди были, как жили, какие места красивые, какой интерьер, как одевались. Вот. Вот здесь вот они создают план какой-то. Вот медаль у него на груди. Вот здесь при полном обмундировании. Вот. Они сказали, что это все им не надо. Это родственников, других каких-то родственников. Вид Кисловодска, 40-й год. Вот. Пятигорск, тоже 40-й год. Память. Пятигорск, домик Лермонтова. Вот так вот выглядел домик Лермонтова. Тоже вот, наверное, кто-то среди них и есть их родственник. И вот товарищ Сталин. 10 тысяч экземпляров. И такие знаки. Это гвардия, нагрудный знак, но это уже года 70-е, 80-е. Вот это окончание училища, ВВМУ. Это хороший знак. Очень они у коллекционеров пользуются спросом. И еще один такой ВВМУ. Тоже окончание училища. Вот, похоже, был почетный радист СССР. Жалкая малька отколота. Тоже хороший знак. Московский монетный двор. И серебряный значок КПСС. 50 лет. И он золоченый. Эти тоже знаки серебряные. Барахольщик очень доволен, мне нравятся такие адреса, закупка очень удачная, бабушка с дедушкой сидят, яркое солнце, очень солнечная у них сторона, мама, сын, муж на работе, кипит жизнь, что-то там на кухне пыхтит, вертится, вот какая-то такая вот обстановка, такая вот домашняя. Их закупочка очень хорошая, они все знали, что это серебро, но им как бы не нужно, это похоже, что по линии мужа вещи, потому что у него, похоже, всех родственников уже нету, и ему это не надо, и этой стороне тоже эти вещи как-то не очень нужны. И вот они так вот легко расстались. Конечно, памятные вещи они оставили, они сказали, что нет, 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 вот эти вот мы продаем, а вот эти не продаем, потому что там память. Вот такая вот история. Напишите комментарий, поставьте лайк, дизлайк. До новых встреч. Спасибо за просмотр.